Отдельная часть моего блога будет про домики, или про пейзажи, или про большие структуры тех архитекторов, которые мне понравились или чем-то зацепили. И сегодня будет про японскую историю. Есть такой японский архитектор Тадао Андо, и он сделал вот этот вот симпатичный домик. Этот домик — это музей. Музей в Китае, и у него очень интересная идея, очень интересная концепция, и сейчас я попробую проговорить ее. Тут для начала можно сразу метнуться в китайскую философию. Это все поддерживает вот эту вот идею культурного контекста, который заложен в проектировании, который закладывается туда сразу, на самых базовых основах, на самых таких основополагающих моментах, которые формируют всю большую-большую-большую историю проектирования. И это круги и прямоугольники. Как это работает? Круг в китайской философии олицетворяет небо, силы неба, стремление к небу, возвышенность и вот все вот такие вот истории. А прямоугольник — это земля, основание. И что сделал вот этот архитектор? Это любопытно. Для начала скажу, где располагается этот проект. Это Китай, Шунда и китайская провинция Гуандун. Да. Называется He Art Museum. И как вы видите, на картинках формы его построены на кругах, которые перекрывают друг друга. И что интересно для зрителей моего канала, то, как он работает со скетчингом. Посмотрите, это очень простые рисунки, но совершенно информативные. То есть, когда я вижу эту историю, когда я вижу этот скетчинг этого японского архитектора, этот язык универсален. Он доносит до меня все, что мне необходимо понимать про этот проект. Я смотрю на это, и я вижу, может быть, даже на самом деле больше, чем вот на этом рендере. Тщательно проработанном рендере. Я увидел 3 эскиза, нарисованные за 2-3 минуты, и вижу больше, чем на вот этой картинке. Почему так происходит? Ну, потому что скетчинг, потому что такой профессиональный инструмент, потому что скетчинг может так. Так вот, возвращаясь к концепции. Вот эта вот история с кругами, которые накладываются друг на друга, и это этажи. Всего этажей 4, и каждый этаж расширяется и имеет собственное отдельное культурное контекстное пространство. Это то, что поднимается вверх, то, что поднимается к небу, то, что соответствует китайской идее неба. Это круги и движение вверх. Квадрат и движение вниз — это то, что относится к первому этажу, к павильону, к входу вот в этот музей. Это то, что олицетворяет собой Землю. И 2 пересечения: верх и низ, круг и квадрат, небо и земля. Простая, ясная, стройная эстетская концепция, выраженная в хорошей, очень эстетичной и очень интересной форме. Дальше увидите, что она сложная форма. И также снаружи она поддерживается вот такой любопытной историей. Там используется вода и используется отражение. Контексты усложняются, когда мы смотрим на отражение в воде всего вот этого комплекса. А сейчас мы видим интерьерное пространство, которое будет наполнено историческим культурным контекстом современных и старинных китайских и мировых художников и деятелей искусства. Это центр, который вот в этом промышленном районе создает большой культурный контекст. То есть тут сильна промышленность, но культурного контекста не было почти от слова совсем. И вот этот вот музей, он приносит сюда вот эти вот истории и вот эти вот смыслы новые. Форма сада, форма озеленения вокруг этого домика, она также поддерживает всю вот эту вот большую историю смыслов. Потому что круг — это небо, квадрат — это земля, но там также были солнце, луна и звезды. И этот сад лунообразный, он охватывает этот комплекс, обнимает его, как луна. Пруд, который использует там такой же лунообразной формы, он создает, во-первых, это охлаждение в теплое время года, он создает прекрасную иллюзию, когда подвал дома, не подвал, а первый этаж, вы помните, он квадратный, и при отражении он как будто бы находится между двумя небесами. Вы помните, это все история смыслов, это все история концепции.
Продолжая историю кругов, которую мы видели в экстерьере, теперь мы ее видим в интерьере. И это дико интересно, потому что вот эта вот круговая лестница, которая поднимается вверх таким атриумом, таким внутренним двориком и упирается в световой купол. Она завязана и в дизайн интерьера, и в дизайн экстерьера, и в дизайн ландшафта, который вокруг этого домика. Все взаимно прикликается. Интерьер приходит в экстерьер, экстерьер в интерьер, микромир в макромир, макромир в микромир, пейзаж в архитектуру, архитектура в пейзаж. И вот это вот удивительный паттерн, удивительное создание, удивительный эффект. И у зрителя создается ощущение, когда он смотрит вверх, как будто бы он находится в храме. Как архитектура храм. В общем, мне кажется, я немножко заинтересовал вас. И вот это тот архитектор, про которого идет речь. Тадао Андо. Он делал Церковь Света в Осака, Япония, и Музей современного искусства Форт Уэрт в Техасе, США. Мне очень импонирует такой подход к строительству и к проектированию, в котором проектирование строится на основе философии, на основе культуры, на основе культурного контекста. И вот еще хочу предложить вашему вниманию вот такой вот рисунок. Это то, что архитектор думал о том, какая может быть лестница. Вы видели, какая сложная структура этой лестницы, какая она интересная, какая любопытная. И вот то, что достаточно для того, чтобы архитектор говорил о своем проекте. И это то, что я постоянно говорю на курсе. Скетчинг — это не про красивое рисование, это про подачу вашей проектной идеи. И проблема в чем заключается? В том, что если вот эта вот проектная идея, она выращивается из такого сильного контекста, как, например, у этого архитектора, то она не может быть шаблонной. Ее нельзя взять в интернете где-то, ее нельзя взять в Пинтересте. Для нее составляющие нельзя взять из там этой какой-нибудь библиотеки 3D-моделей. Ее нельзя так составить. Ее можно только придумать, нарисовать и потом, довольно трудоемко, например, перевести в 3D, отрисовывая там практически все составляющие, которые важны вот в этой концепции. Ее нельзя сделать таким тупым шаблонизированием. И поэтому те, кто думает, те, кто выращивает идею уникальную на основе больших историй, они используют скетчинг. И вот это я увидел в Италии. Вот это то, чему я там научился, и то, что я преподаю сейчас. Это вот моя парадигма, мое видение мира, мое видение проектирования. Это всегда уникальная идея, вынесенная из контекста, это пейзаджо культурале, и для него необходим скетчинг. Это тот самый пейзаджо культурале, про который я постоянно говорю, все время говорю. И когда там преподаю в академии, и когда общаюсь с клиентами, и когда там общаюсь с теми людьми, которые могут поддерживать разговор на эту тему. И вот я вижу вот эти вот идеи, выраженные в проекте японского архитектора. И мне радостно, потому что люди думают об этом. Люди выращивают проект из культурного контекста, из философии, из религии, из таких больших, сильных штук. И вот эти сильные штуки, они будут оставаться надолго. Это не просто из бабла, это не просто из функции, не просто из эстетики, не просто из искусства, из большой выращенной структуры. Мне дико приятно. Вот, в общем, такие обзоры у меня тоже будут дальше. Меня зовут Эдуард Кичигин. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите внизу в описании к видео, там много тоже очень интересной информации. Всем чао-чао, пока.